Друзья, переходим уже непосредственно к недвижимости. И перед вами карта города муниципалитета Лимассол. Давайте очень быстро пройдемся сначала по карте. Будем говорить о новом жилье. Давайте договоримся в начале видео, что существует классификация недвижимости жилой на острове. Эту классификацию, я так понимаю, презентуют компании-застройщики. И вот новое жилье – это класс А, Б, ну и Б с плюсом там еще есть. Это жилье, которое построено, или квартира, апартаменты, которые построены в новых зданиях, сооружениях, которые выполнены из энергосберегающих, значит, энергоэффективные материалы, где, как гласит молва от застройщиков, зимой не холодно, а летом не жарко. Ну почему зимой не холодно? Здесь нет просто отопления банально. Поэтому хотя вот я прожил всю зиму уже здесь, ну не в Лимассоле, я в Пафосе живу, на Кипре. И, друзья, смело могу вам сказать, что ну, зима здесь такая, как в Киеве, весна, причем не ранняя весна, а такая уже ближе к лету. То есть достаточно тепло и комфортно. А старое жилье это С, Д, Е, Ф. Естественно, это жилье, которое построено из неэнергоэффективных и не сберегающих тепло материалов, где, как гласит молва, еще раз повторюсь, от компаний-застройщиков, зимой холодно, а летом, в общем-то, жарко. Хотя я живу вот как раз в доме класса С, и вот честно, ну, не замерз, лето еще не знаю, посмотрим, как летом, жарко будет, не жарко, но зима очень комфортная. Итак, новое жилье, друзья, муниципалитет Лимассол. За месяц период сравнения, сравниваем январь с февралем месяцем, показала нам динамику роста плюс 0,26%. Всего стоимость квадратного метра в целом по городу муниципалитету достигла 3805 евро. Обратите внимание, внизу такая экселевская табличка. Здесь также, друзья, административно-территориальное деление. То есть, видите, я от общего иду к частному. Есть такой метод, научный метод, дедуктивный и индуктивный. Помните, был такой, как он назывался, англичанин Шерлок Холмс, который вот любил применять дедуктивный метод. Дедуктивный – это от общего, то, что я вам показываю. Переходим к частному. То есть теперь мы видим, что уже сам город-муниципалитет, он разделен вот на такие райончики. Это исторически сложившиеся районы, массивы, в которых проживают греки-киприоты. У них, естественно, есть свое географическое месторасположение и название. Рынок очень активный, друзья. Лимассол очень активный рынок, а новое жилье вы можете сами посмотреть, сколько ценовых зон, еще картографы называют это ценовыми зонами. Почему? Потому что стоимость квадратного метра в той или иной локации она отличается и достаточно сильно. Ну, для примера можем посмотреть. Есть 7222 евро стоимость квадратного метра. И есть стоимость квадратного метра 2748 евро за квадратный метр. Ну, чувствуете разницу, да, даже больше, чем 3 раза. Итак, подводя итоги, внизу это среднее арифметическое число, как оно считается, вы знаете. Я знаю, что меня смотрят умные люди. В целом по новому жилью в феврале месяце достигло 3805 евро, что показало, еще раз повторимся, плюс 0,26% за месяц роста. Вот здесь вы можете посмотреть те же самые данные на карте. Давайте посмотрим, что же произошло с данным жильем, с новым жильем на протяжении 1 года. Мы видим график рисунок. Период исследования у нас февраль 2025 год. Это 3715 евро. Напомню, мы говорим о новом жилье. И уже в феврале 2026 года это 3805 евро. Да? Что в целом показало, если вы, друзья, обратите внимание на красную строку, здесь Excel посчитано все, да, рост в годовом измерении на 2,40%. То есть рынок недвижимости, новой недвижимости ведет себя вполне адекватно. Почему адекватно? Будем разбираться в конце видео, когда я приведу в качестве примера макроэкономические показатели, которые характеризуют развитие экономики острова, ну, южной части, по крайней мере. Следующий слайд посвящен старому жилью, также в городе-муниципалитете Лимассол.
Видим, что за месяц здесь ситуация немножко другая. Снижение на 0,14%. Вот это, друзья, колебательные процессы называются. Краткосрочные колебательные процессы, когда мы сравниваем месяц с месяцем, или же до квартала, может быть, они и подниматься стоимость может, и снижаться. Но они очень важны, так как, помните, моя передача, или точнее мой YouTube-канал назван «Погода рынка недвижимости» с Андреем Гусельниковым. То есть мы фиксируем эту погоду рынка каждый месяц для того, чтобы в итоге показывать вам тенденции длиною в 1 год. Что, собственно говоря, я и демонстрирую. Итак, снижение на 0,14% за месяц. Средняя стоимость 687. Посмотрите, как сильно отличается новое жилье от старого, то есть практически на 200 евро. А с учетом того, что у нас новое жилье, оно больше метражом, то в целом квартира стоит значительно дороже, чем квартира со старое жилье, которое. Ну, внизу вы можете посмотреть по ценовым зонам, что происходило. Среднеарифметическая также я уже озвучивал в целом по городу, муниципалитету. 3687 евро, старое жилье, снижение минус 0,14%. Давайте посмотрим, что произошло со старым жильем в Лимассоле за год. График рисунок, период исследования, традиционно год. То есть вот это как раз, друзья, тенденции. И если вы заметили, что вот эти тенденции складываются из вот таких, так сказать, колебательных процессов, да, длиною в 1 год. Итак, сравнивая февраль 2025 года, 3615 евро стоимость квадратного метра и 3687 стоимость квадратного метра уже в феврале 2026 года. Видим вот это незначительно колебательный процесс снижения, да, по крайней мере, январь и февраль это показало нам на графике. Также, друзья, подводя итоги, внизу мы видим, что, еще раз повторюсь, средняя стоимость старого жилья, среднеарифметическая по целому городу Лимассол достигла 3687, что показало динамику роста, ну, можно округлить 2% в годовом измерении. Чуть меньше, чем новое жилье, но все-таки положительная динамика. Что, в общем-то, опять же, повторюсь, вполне адекватно себя ведет рынок жилой недвижимости, в данном случае